Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио. Итак, без прелюдий сразу говорю, что 19 числа выйдет патч баланса, и кто его еще не видел, то в моем телеграм-канале есть хэштег патч, поэтому переходим, соответственно, в мой телеграм-канал и читаем все изменения. Из приятного там действительно нерфанули Манки Кинга довольно-таки хорошо, и я считаю это максимально оправданно. Теперь это в действительности фигура 4 тира. А вот нейроф антимага там прям такой добротный, что прям аж слюни будут брызгаться в разные стороны, когда будете читать по поводу нейрофа антимага. Это просто нечто, ребят. То, как его нерфанули, я даже себе такого представить не мог, насколько его жестко нерфанут. Вот не мог себе это представить. Вообще от слова совсем. Короче, у меня есть план на сегодняшнюю игру. За патч сказал, зайдете в Телеграм, почитаете, и там, соответственно, можете обсудить его в чате комьюнити, добавить свое мнение, что думаете на этот счет. Короче, я хочу попробовать поиграть сегодня через Свенчика, раз он тут есть. Так сказать, последние дни в старом патче перед глобальным балансом, правильно? Правильно. И, ну, все, в принципе, как бы вот такой вот у меня план, ничего больше выдумывать не буду. Еще хочу сказать следующее, что, ребят, сегодня читаю. Поняли? Читаю. Чихаю чего-то весь день сегодня, поэтому если я буду чихать, то уж извините заранее. Вот. И еще некоторый момент хочу сказать. Рубрика «Все по 2» начинается, судя по всему. Еще один такой момент хочу вам сказать, что у меня выходит два ролика на канале. Один в 12 часов, один в 6 часов вечера. Один, соответственно, мой ролик, а второй это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». Вот. Там спрашивали в комментариях, как различить и когда, соответственно, выходят твои ролики. Когда мой, а когда, соответственно, рубрика на комментирование игр подписчика. Ну, вот так вот. Вот такой вот коротенький ответ. Так, я так понимаю, у меня рубрика все по 2 будет до конца игры, да? 2 винги, 2 Киос Найта, 2 селедочки. Ну, в принципе, Святой Грааль более-менее хороший предмет, но я на самом деле Мейлшторм хотел, а не этот предмет. 2 резачка. Ну, судя по тому, что у меня рубрика «Все по 2», мне только не хватает 2 цветок, и я тогда буду максимально доволен, потому что с такой рубрикой «Все по 2», ну его в баню, серьезно. Ну его в баню уж точно, типа, какой смысл мне от рубрики «Все по 2», если нет цвет? Я надеюсь, мне быстрые апгрейды придут, чтобы у меня более-менее хороший старт был, потому что Chaos Knight, в принципе, чистый герой, как подамажить чистым уроном с руки. И все. Тут я, кстати, чувачка вынес. Неплохо, неплохо, мне нравится. Кстати, селедка 860 урона нанес. 860 урона нанес селедка. Каким образом? Еще и 2 тролля Хикс. Прикол. Еще и 2 тролля таких пришло. Интересно, интересно. А я чуть не понял, реально, откуда столько урона у этой селедки? Даже со способностей там немного урона у селедки. Че за бред? Вы понимаете? О. Челик не выдержал напряжения и ливнул. Видимо, сразу видно, что лобби задавило своим авторитетом. Судя по всему, здесь максимальные скилловички играют. Интересно, какая тут каточка-то по итогу выйдет, потому что я как бы Свена себе загадал, но, как мы прекрасно знаем, что Свена я могу в жизни найти. Тут еще есть орк-шаман, в принципе, можно будет поиграть через богов. Кстати, знаете, что я вспомнил? Ребят, там под моим роликом собралось всего лишь 30 лайков. Это под роликом, где я собрал 6 богов новых. И там, где просто лютый разрыв был, тоталити просто. Тоталити унижалити. Так вот, я там говорил, что если соберется 50 лайков, я, соответственно, выпущу еще один ролик с новыми богами. Поэтому давайте, ребята, останется, когда этот ролик выйдет, если он, соответственно, вот этот именно выйдет. Ну, короче, вы меня поняли. Когда этот ролик выйдет, соответственно, останется один день до нового патча. И давайте так. Ну я отснял, ладно. Хотел сказать только, давай теперь запишу новых богов, а я вспомнил, что у меня этот ролик лежит готовый. Я его просто не выкладываю, потому что я хочу собрать там 50 лайков. Но ладно, короче, придется выложить его, потому что новый патч, это, соответственно, будут совершенно иные боги, потому что в новом патче там немножко богов как бы переделывают. Плюс, самое главное, доспех экзорцизма. Ему переделывает какую-то логику, что-то там, короче. Какую-то логику переделывать. Какую логику переделывать, в душе не понимаю. Вот серьезно. Кто понимает, соответственно, пишем в комментарии. Я лично не понимаю, какую они там логику хотят ему этому предмету переделать. Год.
Ну, ладно, может не год, может меньше. Но в целом до года этот предмет был максимально бесполезным. Вот этот доспех экзорцизма, это максимально бесполезный предмет был. Два чувака уже ливнуло. Ну, один ливнул, один вылетел, походу, то ли что. Опять сейчас чихать скоро буду. Ой-ой-ой. Ой. Если что, извиняюсь, ребят, сразу заранее. Поэтому, кто сказал мне будет здоров, то спасибо огромное. Вот. О, у меня аж глаза заслезились. Так. Луна уже 2 звезды, понимаю. А можно мне что-то типа по апгрейду будет? У меня рубрика все по 2, как бы на моем столе. Можно хоть какой-то апгрейд у меня будет? Кстати, Фуриончик, я чуть тебя не пролюбил, Фуриончик. Фуриончик, ты мой родной любимый. Я чуть тебя не пролюбил. Вот прям чуточку. Если у чувака там Луна в 2 звезды пришла, то, соответственно, у меня должен быть, ну, Селедка в 2 звезды. Киос Найт в 2 звезды, правильно? Правильно. Я, короче, не знаю, чего я сегодня весь день чихаю. Вообще не знаю. С чем это связано? Да почему? Кто знает? Не знаю, может на что-то аллергия, либо... Короче, не знаю. И даже догадок никаких не имею, поэтому не буду гадать. Вот и все. Вот и все. Коротко, ясно понял. Так, одна цветка есть. Отлично. То, что одна цветка есть, это, конечно, шикарно, прекрасно, замечательно. Сейчас 6 уровень взял. Да, ну, не, короче, ладно, я выйду в инкам. Я в рыцаря особо не верю. Поэтому просто выйду в инкам. Цветку покупать не буду тоже. Хотя можно было бы взять советку, но такое. Ударка там уже баф людей стоит, баф магов стоит. Ну, все как надо. Но... А, ну тут сейчас меня быстренько... Ай-яй-яй, там еще и жетон отступника у него, прикиньте. Он по рыцарям наносит на 50% больше урона. Ай-яй-яй. Нормально так Харю мне отрывает. Ну добей... 16 хп у него осталось. Просто... О. Это реальная рубрика все по 2. Вы просто посмотрите на этот прикол. С чем это связано? Да. Может... Ладно, короче, я выйду в инкам по максимуму. По максимуму выйду в инкам. Баф людей уже рано ставить. Я уже вышел полностью из всего, что только мог. Поэтому будем как-то вот так вот жить. Как-то вот так вот. В тесноте да не в обиде будем вот так вот жить. Мне бы, конечно, апгрейд до 10 раунда хоть какой-то. Потому что если на 10 раунде у меня не будет никакого апгрейда, меня порвут. Я что, тут вынесу? Да, отлично вынес. Не зря все-таки морских поставил. Режу урон со способности. Кстати, дров вдруг не знает. Я думал, сейчас резак один раз крутанется и всех моих срежет. Кто вдруг не знает? Я в каждом ролике почти об этом говорю, но все-таки напомню, что... что, смотрите. Баф морских срезает урон со способности. Не урон магический и тому подобное, а урон со способности. Это важно. Важно это понимать, то, что это урон со способности режется. Я особо пивную панду, конечно, не верю. Стол у меня слабоват для этих мобов. А, там уже антимага он нашел. Что могло пойти не так, правильно? Окей. Окей. Я ж убью мобов, надеюсь? Да, убью, отлично. На мгновение мне показалось, что я сейчас мобов не снесу. Ну это так, знаете, мимолетная слабость. Да. Зато рыцари прут. Не, возможно, если бы я их со старта покупал, то у меня было бы уже 6 рыцарей. Но это возможно, не факт. Я на самом деле даже не знаю, какую реликвию себе брать. О, палочка. Палочка-выручалочка сюда. Это мне пригодится. Это мне пригодится. Как же поступить?
Ладно, зарандомлю. Бог ты мой, лучше бы я взял вот эту вот. Ну, короче, вы поняли. Лучше бы я взял таинственный фруксюй. Серьезно. Какой бред я взял только что. Ай-яй-яй. А откуда столько урона у селедки? Я не понимаю. Чё-то реально как-то много урона у селедки. Короче, лучше бы я взял либо рит ночных зверей, либо же все-таки таинственный фруксюй. В любом случае, это было бы лучше, чем у меня сейчас имеется вот эта вот мета. Я эту мету даже не знаю, куда запихнуть. Я, короче, панду продал. Я так подумал, что эта панда мне по-любому ничего не принесет в этой игре. Этот вывод я сделал, исходя из того, что у меня 2 раунда она постояла, поняли? 2 раунда панда постояла, и я за 2 раунда хотел, чтобы она мне что-то принесла. А я сделал вывод, что она мне ничего не принесет, кроме боли и разочарования. Мне надо усиление. Давай, наконец-то, Киос Найта в 2 звезды и селедку в 2 звезды, и все. И разойдемся мирным путем. А? Интересно, смогу ли я затащить 15 раунд, если у меня не будет никакого усиления? Я думаю, единственное, что я смогу затащить, это вот так вот. Би-би-би-би. Короче, активирую мету. Восстановлю себе 1 хп. Бруда. Да некого особо брать. На самом деле мне неплохо идут охотники. Можешь попробовать через мантию поиграть на охотника. Я, кстати, только сейчас заметил о том, что... А где мои все демоны, на секундочку? Где ТБ? Где СФ? Алло? Ребята, где мои демоны? Кто знает, где мои демоны? Я сейчас не понял. Это что за подстава? Реально 2 чувака в катке вылетело. Причем напрочь вылетело. Ну, такое себе, конечно. Ну, 6 игроков, в принципе, тоже норм. Так, инсеки идут. Может, на инсеках поиграть, а? А? Напоследок. Перед патчем баланса. 4 морских. Я что-то не понял, реально. А где моя, ну, как бы, винга, селедка, киосна? 14 раундов, и у меня уже стоит такой стол. А ничего нет. Серьезно. Что за бред? Я поставлял, короче, сейчас 4 морских, потому что там что-то очень много урона со способностей. С руки пока что никто особо не бьет. Поэтому вот так вот сейчас делал. 4 морских пусть будет. Пусть будет. У меня, конечно, вот этот Луис, у которого, ну, стол реально огромный, смущает немножечко. О, лагуну Рубик стырил, это хорошо. Это ох, как хорошо. Хорош, Рубик. Наваливай движа. Молодец, Рубик. Вот это вот Рубик. Вот это я понимаю. Вот это Рубик молодец. А сейчас мобы. А что мы будем делать с мобами? Ну, банши я не вижу смысла особо брать. Кстати, я получил, если что, замету только что баночку особенную. Ну вы посмотрите на их столы и на мой стол. Это просто нечто. У меня стол идеальный, ребят. Кто хочет так... Не, ну только не этим мобам откиснуть. Только не этим, пожалуйста. Ну хоть центрального заберите. Я еще и дурак не поставил себе Рубика. Вместо вот этой морской волшебницы. А то она как Аладдин. Поет и всех в слип кидает. Боже, я мамам кис. Ёпернете. Ну ладно, самое главное на 10 раунде я не откис. Ну хотя лучше бы я на этом раунде не откис. Какая же дичка. Ей-богу. Я могу, конечно, поставить себе фулл волшебников и сделать себе рыцаря, но я думаю, это будет не то. У меня... не, у меня Chaos Knight. Был бы у меня не Chaos Knight, то можно было бы. А так как у меня Chaos Knight, мы не можем этого сделать.
Не можем. Ладно, оставим все как прежде, короче. Но знаете, в чем прикол? Самое главное то, что мне Maelstrom упал неплохой. Вот это вот хорош. Maelstrom это супер. Сейчас меня, конечно, здесь порвут. А мы потом пойдем дальше. 92 хп имеется. Все нормально. Все нормально, все хорошо. Так, 82 хп у меня. О, кстати, есть идея. Я, наверное, соберу эльфов. Я, кстати, могу поставить себе фуловых эльфов, в принципе. Почему бы нет, правильно? 6 морских. Ну. Ого! Ого, я хпшки себе восстановил. С одной банки восстановил себе 7 хп. Круто, вкусно, да? Мне тоже нравится. Мне что-то демоны вообще не идут. Скорее всего, здесь я на Свене не поиграю. Баратрум только что меня отправил в нокаут одним ударом. Понимаю. Надо идти в уровень. Хотя бы на 8. Хотя бы на 8 начать ролиться. Тут кто-то по-любому бога жреца соберет, да? Ну, судя по всему... Либо Дарк будет играть на богах-жрецах, либо же будет Миета играть на богах-жрецах. Поэтому я пока что не буду спешить, не буду ничего ролить. Так, ливер ко мне пришел, отлично. Сейчас можно и опыта немножечко взять. Чтобы у меня был ранний 8 уровень. Почти самый первый уровень. 8 из всех. Отлично. Стол, конечно, у меня шедевральный. Но на самом деле, типа, я поставлю этот стол. Поставлю себе фулл эльфов. И мобов как минимум тащить я буду. Как минимум. Так что, в принципе, пойдет. Убийцы Горн. Короче. Пока что так, наверное, сделаю. Короче, знаете, как мы поступим? На мобах я буду 100% ставить эльфов. А конечный билд я пока что не определился. Ну, пока что как-то, ну, вообще непонятно идет все. Как хорошо, что я поставил морских. Я тупо только что уничтожил мага морскими. Что, накастился? Я думаю, накастился. Накастил полный рот. Опа. А что это значит? А это значит, что мы можем поиграть, в принципе, на суммонах. Правильно? В принципе, мы можем поиграть на зверях, на суммонах. Можем же? Ну, можем в целом. Вопрос, конечно, сложноват. Хотя, знаете, я, наверное, перестроюсь вон, как я и говорил, там есть у нас кто? Правильно, бог-жрец. Понимаю. Короче, есть план. Возьму 9, на 9 начну ролиться. И план состоит в том, что я буду ролиться и буду, наверное, собирать себе синергию более уверенную в себе. То есть это будет... Ночной рейд зверей возьму. Я не просто так, если что, взял ночной рейд зверей. Я думаю, все прекрасно знают, почему я взял рейд ночных зверей. Потому что у меня есть синергия эльфов. Если бы у меня не было синергии эльфов, я, соответственно, не брал рейд ночных зверей. Короче, план состоит в следующем. Я буду собирать себе синергию кунг-фу плюс эльфа. Ну и плюс, соответственно, немного морских, чтобы защититься от урона от способностей. Кунг-фу я люблю. Кунг-фу это как состояние души. Кунг-фу это мое второе я. Плюс эльфы. Я буду уклоняться от Гаджоу, вот этот, который играет на убийцах.
В принципе, времени у меня должно хватить. Ну, а хотя, может, на самом деле мне придет и свенчик. Тут, кстати, темпларка есть. Можно будет попробовать просто через 9 эльфов поиграть и через темпларку. Если она, конечно, будет хорошо идти. Ладно, короче, не хочу загадывать. Давайте просто поиграем, а потом решим, что мне будет идти, а что не будет мне идти. И от этого уже оттолкнемся. На 9 уровне, наверное, 100% буду ролиться. Ладно, что там по предметику? Спасибо. Я думаю, вы сейчас мою боль разделяете. Мне такие ужасные предметы идут, что просто... Ах. Какой я предмет хотел? Я хотел предмет драконий рог. Вот этот предмет я кровь из носа хотел. Но спасибо за драконий рог, который не упал. Хоть бы бусы упали какие-то. Нет, мне посох 3-го тира падает. Чтоб я закачался им. Ну, сейчас настаку этот посох и буду тупо магией душить. Мейлштормом и, соответственно, тиком в конце с Марси. Имба? Я считаю, это имба. Еще и какая. Ну, как минимум, торнадо и вынес. Как минимум. Надо 9 взять. Да, надо по-любому взять 9 уровень будет. Хочу этого или нет. 9 уровень мне по-любому нужен. Там уже Луну 3 звезды нашли. Это такое. Так, на следующем раунде начинаю ролиться. Я надеюсь, все пойдет как по маслу. Все так, как я хочу. Нет, там жесткие ребята. Мне вот Луна еще не нравится, потому что у нее есть жетон отступника, она мне на 50% больше урона вкидывает. Ну и бог жрец, естественно. Бог жрец еще и с некромиконом, понимаю. А я не понял, некромикон теперь на любом уровне фигуры дает двухзвездочных зомбарей? Вне зависимости от звездности фигуры? В каком это патче поменяли? Оу май! Детка, что это такое? Трентуха. О, Трентуха это то, что Докра пописал. Только больше... О, вот это я понимаю, прикольчик. Ладно, придется, походу, Луну одну поставить. Так, ну убийцу я не вывезу. Убийца меня здесь рвет. Пока что. Пока что он меня рвет. Ну, это до поры до времени. В скором времени мы это все поменяем. В скором времени мы это все поменяем, когда я отлечу к топ-8. Ну, уже в топ-8 точно не отлечу. Но в топ-6 шансы есть. Так, Марси есть. Трентуха апается. Отлично. Пу-пу-пу-пу. Не знаю, пока что, наверное, предметы в Трента закину. Все-таки он у меня самая плотная фигура. Будет жить дольше, соответственно. Надеюсь. И все такое. Соответственно, должно намного больше иллюзий появляться. Потому что будет долго жить. Но я, походу, проклят, потому что мне так плохо идет все. Походу, контента сегодня не будет. Надежда умирает последней, но я более чем уверен, что, скорее всего, контента сегодня не будет. Но вы это точно знаете, потому что если этот ролик уже вышел, ну, вы поняли, то, соответственно, контенту быть. Так вот, какой он будет? Пока непонятно. Пока что меня вот Луна пинает под гоблинами. Вкусненько. 33 хп. Тайдуха. Вот я не играю на зверях. Вот вы понимаете прикол? Я не играю на зверях, и мне тупо такие лондруиды, вот это вот все начинает сыпаться. Это все потому, что я тупо не играю на зверях. Вот я уже в который раз убеждаюсь, что если ты хочешь, чтобы тебе конкретно какая-то синергия приходила, тебе надо играть на совершенно иной синергии. В данном случае, да, у меня эльфы, я могу сейчас быренько перестроиться, в принципе. Это не проблема. Но я, наверное, сыграю лучше на гарантию. И все-таки соберу себе 4 кунг-фу и, соответственно, 6 эльфов, 4 морских. Мне это больше синергия нравится. Она такая стабильная, много дамажит.
комфортная. Плюс это синергия кунг-фу, одна из моих любимых синергий в игре в целом. Спасибо тебе. Спасибо, дорогой. Спасибо, спасибо. Ну, хотя бы улучшение пришло. Спасибо тебе, дорогой, за то, что мне пришел дорогой нервок. Спасибо, спасибо. Я очень рад. Так, инвокер. Там инвокера раскрыли, но я его тоже себе возьму. Пригодится. О, некр есть в катке. Отлично. Так, все предметы перекину сейчас в Марсе. Спасибо, хорошие предметы. Понял. Ни слова больше. Мьёльнир, Мьёльнир, конечно, беру. Я думаю, все прекрасно знают, почему я беру Мьёльнир. Все же прекрасно знают, надеюсь, да? Если кто не знает, то я напомню. Это... О как. О как. Короче, вдруг кто не знает, почему я беру Мьёльнир. Это из-за того, что у меня будет синергия кунг-фу. И потому что, если я буду там в АФК, и меня будут, соответственно, бить, то есть вероятность, что будет срабатывать Мьёльнир. А раз будет срабатывать Мьёльнир, то это, соответственно, есть шанс, что сработает синергия кунг-фу. Правильно? Правильно. Но это не совсем тот предмет, который я хотел. Но, в принципе, хорошо, что упал он, а не какой-то другой предмет, который мне бесполезен. Ну, допустим, Хекс. Если бы не упал Хекс, у меня бы слезы с глаз капали. Так, ну я уже начинаю камбэкать. Все, это камбэчное. Это камбэчное, 100%. К гадалке не ходи, 100% это камбэчное. Я, кстати, наверное, 10 уровень все-таки возьму. Я думаю, я успею взять 10 уровень. Думаю, успею. 33 хп, уже более-менее сильный стол у меня есть. Плюс у меня много уклонений и Мьёльнир. Это самое главное. Я думаю, получится. Мне в любом случае нужен 10, если я хочу поставить себе 6 эльфов, 4 кунг-фу и 4 морских. Ну и самое главное, мне нужна будет медуза. Медуза мне пригодится, потому что она будет давать свой контроль, окаменение и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Она еще ману хорошо регенит. Ну, короче, все будет. Все будет хорошо. Наверное. Мне надо записываться в мотиваторы 2000. Сейчас меня, подождите, отпинают. Подождите, ребят, секундочку, секундочку. Сейчас отпинают. Ну, сработай! Синергия кунг-фу 2-го уровня, чтобы хотя бы тайдух убить. Он своей луной меня дико дамажит, потому что у меня есть синергия эльфов, а у него есть жетон отступника. Боже, 14 хп осталось. Ладно, надо выходить из инкама и ставить себе синергию кунг-фу полную. Антимаг! Так, ну вместо кого? Вместо кого мы ставим антимага? Вместо фуры. Фура будет у меня чисто друидом. Свена тоже продам, я не хочу Свена видеть. Он меня разочаровал, этот Свен. Разочаровал конкретно. Думаю, все прекрасно понимаете, почему разочаровал. Вот это... Вот это я понимаю подгон. Я даже на самом деле продать ничего не хочу. Да и не могу. Не то, что даже я не хочу, а то, что я не могу этого сделать. Какой ты противный. Ну, из плюсов. У меня есть эльфы, я поживу. По мне тупо не попадают из-за того, что у меня есть, во-первых, безруш. Но у меня нет никакого отхила. Короче, у меня из-за того, что есть безруш, у меня нереально много уклонения. Как же мало они меня дамажат. Отлично. Я думал, я откисну сейчас. Он так там хорошо спамил, что на мгновение я подумал, что мне все. Это будет конечное. Там Темпларку уже нашли молодые люди. Кстати, я совершенно тупанул. И надо Мейлшторма даже Манки Кингу. Хоть он там и урона вообще не нанес, но все же ему надо отдать, потому что он является кунфуистом. Можно было бы, конечно, еще и палку отдать, но я не хочу этого делать. Ладно, Манки Кинга апну, короче, пока что. Я думаю, уже многие меня сейчас осуждают. Но не осуждайте, ребята, ну такая игра, такая игра. Я даже на самом деле не факт, что вывезу эту игру. Ваншот, ваншот! Хорош.
Живи, живи. Нет, 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 нет. 1 хп. Да. Пишем в комментариях, что вы думаете. Какое место я сейчас займу? Топ-4? Но если топ-4, то ролик не выйдет. Хотя бы надо топ-3. Вот так вот. Игра была более-менее хорошей. Если бы мне немножечко по предметам повезло, то было бы еще лучше. Но, к сожалению, жизнь, она такая непредсказуемая. Особенно в авточес. В авточес она вообще скиллозависимая. Знаете, в чем плюс? Я там мейн-керри противников обезоруживаю. Вот в чем плюс. И это, в принципе, все. Двойное усиление мне там пришло. Ну, короче, кабанчика возьму. Я хаотичный договор не верю. У меня даже не получится этот хаотичный договор никак реализовать по сути своей. Не, ну мне это нравится. Мне это однозначно нравится. Темпларка, отлично. Только вместо кого мне эту темпларку поставить? Я просто хочу пока что инвокера оставить. Я думаю, инвокер мне пригодится. Так, антимаг 2 звезд, хорошо. Инвокер, ой-ой-ой-ой-ой. Но я не хочу темпларку продавать пока что. Чтобы апгрейднуть себе мейн-фигуру. Блин, у меня на самом деле сейчас хорошие предметы. Единственный минус то, что у меня нет никакого отхила. От слова совсем. Отхила зира. Zero отхил. Это плохо. Сейчас одна ошибка, я ошибка. Сейчас как бог рандома улыбнется мне, так и будет игра длиться. А вот, кстати, и жрец пришел. Но из плюсов он взял Тайда под контроль, а не Трентуху. Трентуха меня пока что хилит. Хорошо. Вроде тащу. Тащу! Ну, давай. А он не вылетит в топ-3, да? Не получится, скорее всего. Скорее всего, не получится в топ-3. Парочку человек он не убил. Не получится, да? Сколько снесу? Минус 16 всего лишь снес. Это мало. Это мало. Хотя у него 1 хп остался, в принципе. А, у него баночки там. Понял. Принял, не дурак. У него там баночки. Не знаю, может МК закерить? Типа там такой лютый спам. Пусть пока что МК будет керри. У меня как раз предметы под него идеальные. Там просто Марси нужна мана. И это очень плохо для... Я надеюсь, я сейчас грубую ошибку не сделал. Марси, она все-таки эльф. У нее будет свое стоковое уклонение. А в Манки Кинге такого не будет. Ну, я буду держать кулачки, что я сделал правильный выбор. Давай. Давай. Души, стан. Кто понял, что произошло? Я его еще и выкинул. Прикиньте. Я его еще и выкинул. О, клевер, кстати, клевер сюда. Усиливаем синергию кунг-фу. Я уже говорил, но повторюсь еще раз, ребят. То, что клевер усиливает синергию кунг-фу. Если вы спросите как, то он повысит вероятность срабатывания синергии кунг-фу, этот клевер. Это имба. А так как у меня есть Мьёльнир, щит 5 тира, то вы, я думаю, сами прекрасно понимаете, что здесь происходит. Короче, кто вдруг не понял, как я в предыдущий раунд выиграл. Все на самом деле проще некуда. Все на самом деле проще некуда. Я выиграл этот раунд чисто потому, что Луна сама себя ваншотнула из-за того, что у меня есть щит и Мьёльнир. Вот. Вот и все. Вот и вся магия. Magic. Дарку на самом деле сейчас не хватает только рефрешера, и если он соберет только жреца в 3 звезды, то это торба, то 100%. У меня из-за того, что нет никакого отхила, я никак не смогу бороться с этим орком-жрецом. Но против убийц у меня есть щит 5 тира,
Это по-любому ваншоты. Боже, неужели я в топ-3 буду? А, ну я уже в топ-3. Я имею в виду топ-2, может, даже займу. А ну я там Дарка вынесу? Вопросик. Вопросик такой, Дарка вынесу? Похоже, нет. Или да? Или нет? А, ну там антимаг справляется. Там антимаг ни разу не имба. Один хп. Боже, как ему фартит? Как же ему фартит? Снова 1 хп. Я 2 раза оставил его на 1 хп. Серьезно? Так можно было? Короче, распродам всех этих кабанчиков. Типа это круто, прикольно. Тойдуху я куплю. Темпларочка. Так, ну темпларочку надо брать. Я думаю все-таки поменять темпларку на инвокера. У темпларки все-таки есть щит. Она будет бить АОЕ дамагом. Чистый урон, все такое. Ну, короче, я думаю, что темпларка намного эффективнее будет. Манки Кинг, не подведи. Не подведи. Стан, стан, еще стан. Еще станчик. Давай, 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 молодой. Я в тебя верю как никогда. Как никогда в жизни. Вот спамерное отродье. Вы посмотрите, что творит. Там еще и Рубик стырил отхил. Ваншот, ваншот, еще ваншот. Еще чуть-чуть. Ваншотики, ваншотики, ваншот. Ну! Ну! Какой кайф. Боже, какое это блаженство. Так, убийца там вылетел. На убийцу плевать. Фух, вот это игра. Вот это я понимаю игра. Жестко как-то. Но я себе топ-2, скажем так, завоевал. На характере. Боже, если я еще и топ-1 здесь займу, я буду просто писаться от счастья. Ну это жестко. Самое жесткое то, что Дарк выжил 2 раза на 1 хп. А у него есть мета, и он 2 раза выносил тех типов. Ну, убийцу имею в виду. Жестко? О, да. У него еще и безруш есть, но так как у меня у Трента 340 урона, это безруш летит в Трента. А мне нравится. Естественно, я беру перчатку. Какое блаженство. Мне такие предметы упали, боже. Только о таких предметах можно было бы мечтать. Честно, захотел бы я, чтобы мне эти предметы упали, они бы мне в жизни не упали. Зато сейчас, на, Саня, тебе на блюдечке с голубой каемочкой, держи. Обалдеть. Что вы понимали, я сейчас буду наносить полностью чистый урон. С Мьёльнира, с щита 5-го тира, просто с обычных тычек. И я думаю, вы понимаете, чем это пахнет, да? Это пахнет развалом кабин. И это все будет еще перемножаться на мой клевер. Да это вообще песня. Обо мне будут слагать легенды. Вы готовы? Вы готовы? Я готов. Сейчас я еще расстановочку немножко поменяю своего Манки Кинга. И вот так вот сделаю антимага. Чтобы антимаг пошел к курку жрецу. А он не пошел, потому что Тайдуха. Только не Тайдуха, пожалуйста. Только не Тайдуха, отвянь, отвянь, отвянь! Живи! Трент. Вернись домой, хиль. Живи, 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 живи. Хорошо, стакаем палку, стакаем палку. Последние дни наслаждаемся такой широкой палкой. Нет, нет, нет. Ну! Вот да, детка, вот да. Боже, как это на тоненького было. Мне надо этого Тайдуха куда-то выкинуть. Тайдуха какой-то слишком лютый тип.
Еще моего Трента тырит, это плохо. Трент это единственная моя надежда на какой-либо хил. Если сейчас бог рандома мне улыбнется и все прокнет как надо, я тупо вынесу его. У меня аж сердечко телипается. Руки дрожат. А у него все предметы идеальны. Там, прикиньте, у него и мифриловый доспех, и рефрешер, и некромикун, и обезоруж. Но обезоруж не работает, потому что он летит в Трента. Давай, пожалуйста, прокни все как надо. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Бог рандома, улыбнись мне. Давай, 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 давай. Вынес, вынес. Ну, ребятки, это было слишком легко. Я даже не вспотел от этой катки. Вообще. Я был уверен с первого раунда, что эту катку я просто разорву в пух и прах. Вообще. Я был уверен. Но я только был уверен через Свена. Ладно, шучу. Но я на самом деле не ожидал, что будет такой исход. Вообще не ожидал, что это будет такой исход. Потому что, типа, у меня нет ни одного отхила. Единственный мой отхил был, это Трент. Поэтому спасибо Тренту за то, что он меня хилил. Огромнейшее спасибо ему. Просто надо икону поставить и туда Трентуху запихнуть и просто молиться ему за то, что он меня так хилил. А в последней катке, ну, в последнем раунде, все прокнуло как надо. Все. Щит, Мьёльнир, Клевер, Кунг-фу. Просто все идеально было сработано. Я думал, я проиграю эту катку, отвечаю. Думал, проиграю, потому что я так получать начал в табло. И остался на одном хп. Я на одном хп тащил столько раундов. Боже, это легендарная катка. Фух, это очень потная катка, это легендарная. Вот такой вот Monkey King, который сейчас с шириной палки в 3 клетки. В следующем патче его не будет. Это кайфовая катка. Ну, это очень кайфовая катка. Ну, мне тупо здесь нечего добавить, я в шоке. Бог рандома мне здесь улыбнулся, и синергия кунг-фу работала как надо. И на 35-м раунде мне упали все нужные предметы. Боже, это просто шедевр. За все мои страдания 35-й раунд просто такой: Саня, ну все, все, не кипишуй. Вот тебе перчатка демонов, вот тебе кристалл призраков. Все. Скорость атаки мы тебе пофиксили. Чистый урон мы тебе в руки дали. Все, вали их. Что вы понимали? Вот эта вот перчатка под синергию кунг-фу и все вот эти вот предметы, которые отражают урон и наносят урон, они бьют чистым уроном. То есть щит 5-го тира, Мьёльнир, вот эти вот молнии, которые вылетают, все это бьет чистым уроном. Ну и, соответственно, тычки с руки. Имба? Еще какая. И все это перемножает еще и клевер. Напомню, как работает синергия кунг-фу. Чем, соответственно, меньше у противника хп, тем, соответственно, выше шанс, что сработает синергия кунг-фу. И чем выше урон у вас с руки, тем, соответственно, выше шанс, что сработает синергия кунг-фу. И клевер эти шансы поднимает. Но какие там шансы конкретно, никто не знает. Разработчики эту тайну не скрывают. Фух. Не, эта катка была... Об этой катке нужно слагать легенды. Короче, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И не забудьте поставить свой лайк. Поддержите меня, потому что катка легендарная, согласитесь. Она достойна вашего лайка. Все, жду ваш лайк и комментарий от 3 слов в поддержку. Все, ты понял меня. А если ты еще не подписан, обязательно подписываешься на меня, потому что цель у меня 5000 подписчиков. А еще у моего канала есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.